Всем здорово! Сегодня у нас на ремонте очередной кейс, в котором располагается Ambition Ninja. Дополнительный аккумулятор и RCA колпак. Так. И есть бумажка. Причина обращения в ремонт. Машинка не работает, может включиться с 5-й попытки, потом опять заглохнуть, картридж при этом не проталкивает. Срок эксплуатации 5,5 месяцев. То есть мы продолжаем изучать статистику поломок китайских нанотехнологий. Давайте включим. Чпок. Включилось. Да, никакой реакции нет. Проверим аккумулятор. Так. 6,8. Замеряем. Да, 6,5. Да, трошки скачет. Подозрительно, кстати, да, что, видите, оно то растет, то падает, то опять растет. Я вот, кстати, про это и говорил постоянно, то, что качество китайских аккумуляторов, фактически любых, оставляет желать лучшего. И ладно, вы покупаете их там в пен, то есть в связке, окей, не критично, но, блин, никогда не покупайте китайские аккумуляторы на брендовые тачки, чтобы потом не лить крокодиловые слезы. Когда вдруг от такого вот галимого питания у вас отъедет машина. То есть, видите, вот на семерке все ок, да? Все стабильно. Опускаемся, допустим, обратно. Сколько у нас там было? Ну, 6,6 поставим. Сейчас тоже вот все норм. Короче, есть какие-то странности, которые могут вылезти в неподходящий момент и, не дай бог, как-то навредить машине. Так, аккумулятор работает. Следовательно, где-то проблема в машине. А учитывая то, что сразу указано, что она не включается, вполне возможно, отъехал аккумулятор. Проверить это, в принципе... Ой, тьфу, не аккумулятор, а блок питания. Так, мы берем RCA. Берем крокодилы. Да, на лабораторнике вообще никакой реакции, даже короткое замыкание не показывает. Вполне возможно, что мотор там сгорел полностью. Предстоит нам это сейчас все вскрыть. Что касается, у нас уже был на обзоре Ambition Ninja Pro. Это просто Ambition Ninja. Вся разница в том, как я понимаю уже из габаритов, то есть моторный отсек Ambition Ninja Pro наполовину короче вот этого. Здесь стопудово стоит мотор, короче, обычный поворотник, то есть кривая штанга с подшипником. Я их ни разу не разбирал и даже не смотрел никакие там обзоры-разборы, поэтому вскрываю впервой. Спасибо за шестигранник, очень удобно. Эстетически мне, конечно, эти моменты не нравятся, но в плане, допустим, вот кому вообще плевать на это все, вот удобно в плане проведения каких-либо ремонтов самостоятельных. Да, мотор здесь, да, 2610, кстати, достаточно добротный. Я думал, 2607 будет стоять, но нет. 2610 версия все-таки помощнее будет. Давайте скинем
проводы. Так, и выкрутим мотор. Я так понимаю, что, судя по каким-то тут царапинам, человек уже что-то пытался делать. Так. Ага, извлекается все следующим образом. Надо сначала открутить эксцентрик. Чтобы открутить эксцентрик, нужен маленький ключ, который я взял в бардачке на своем столе. Вот такой. Так. Оп, оп, оп. Вот такой эксцентрик, классический, амбишеновский. По качеству, в принципе, они толковые. То есть крутится все, учитывая вот 5,5 месяцев эксплуатации, никаких закусываний подшипника нету. Мотор. Есть уже видимая проблема. Смотрите. То есть, не знаю, будет ли это видно на видео. Ну вот видно, да? Раздолбался мотор. Судя по всему, раздолбались подшипники, но это не точно. Ну, реакции вообще никакой. Да, вот он сейчас заработал, и все. То есть он заводится, короче, с толкача. А почему так происходит? Потому что в моторе уже явно поврежден один из полюсов. То есть в зависимости от того, в каком положении он остановится, он может как включиться, так и не включиться. Вот видите? Сейчас он включился. Сейчас уже все, не включается. То есть попал в мертвую зону, скажем так. Я его крутанул. Он опять заработал. И опять больше не включается. Короче, ситуация в том, что надо бы менять мотор. Ремонтировать их нет смысла по той причине, что движки стоят копейки. И необходимости вот в этом извращении. То есть я так понимаю, что человек, судя по всему, пытался разбирать его, потому что есть, видно, вон, попытки вскрытия. Вот. Но все это бестолку. То есть даже если разобрать, то один из полюсов, их там, по-моему, 3, будет обгоревший, либо обломавшийся, поэтому проще сразу менять на новый мотор. В очередной раз повторюсь, на мой взгляд, громадный плюс — это наличие запчастей. То есть двигло купить не проблема вообще. Так же, как и эксцентрик запасной. Ну, по сути, это все можно купить. И аккумулятор тот же. То есть у вас получается такой вечный пен. Есть моменты, конечно, которые вот с теми же там предохранителями и прочее. Но что-то китайцы не хотят этим заниматься пока что. Так, при замене обнаружился первый нюанс, который, в принципе, помеха для самостоятельного ремонта, как казалось. При, скажем так, идентичности моторов, да, то есть это, по сути, да, один и тот же мотор. Но то, что стоит в Нинде, скажем так, длина вала до корпуса 5,56. То, что продается на Алике, имеет длину 6,95. То есть визуально даже она видна, разница. Господи, как вам тут ее повернуть? Так вот, что ли. Да, видите, что вал
длиннее вот этого нового мотора. А поскольку он длиннее, это делает невозможным самостоятельную замену без отпиливания куска вала. В домашних условиях, к сожалению, не у всех есть какой-нибудь там дремель с диском, чтобы шахнуть миллиметр вала. А поскольку вот это вот расстояние, оно не позволяет установить эксцентрик, то есть все это перекашивается и заклинивает в конечном итоге, то есть у меня не получилось всунуть. Поэтому вот такой вот нюанс подкинули нам китайцы. Имейте в виду, кто планирует заниматься самостоятельной заменой. Вот, потому что никакими, допустим, кусачками каленый вал вы не откусите. То есть его надо именно отпиливать. А отпиливать надо опять-таки аккуратно, потому что металлическая стружка, магниты, то есть все вот эти дырки надо закрывать. Здесь надо все закрывать, потому что металлическая пыль моментально попадет либо в подшипник, либо в эти отверстия, и мотору придет трындец. Имейте в виду. Вал мы укоротили, поэтому приступаем снова к сборке. Так. Тут какие-то сопли. Все это закидывается вот сюда. Здесь, да, важно, кстати, установить все соосно, дабы не перегрузить мотор, чтобы все хорошо крутилось. То есть, во-первых, у мотора есть упор, но его можно двигать. Но мы лучше поставим его как есть. То есть упремся и зажмем. Так, здесь опять кидай пригнулся. Его надо просто положить контактами вверх. То есть вот так. В управление. Зажмем. Так, так. Есть. Теперь расположение эксцентрика. Вы можете его вот покрутить пальцем, то есть он должен беспрепятственно двигаться. В любом случае можно сделать, скажем так, контрольный зажим и включить тестовый запуск. Ну вот, все ок. Дальше. Классически я буду запаивать через предохранитель. Возможно, это как-то в каком-то случае поможет, если вдруг возникнет какой-либо жесткий перегруз, либо там короткое замыкание, либо еще что-либо. Так, плюс у нас вот здесь. Собственно, у нас есть предохранитель, который мы запаяем на плюс. Вот так сделать. Номинал предохранителя не спрашивайте. Заходите на какой-нибудь чип-дип. Да, выбирайте нужный вам по току. У всех предохранителей разный ток срабатывания, поэтому плюс-минус надо понимать, какой ток у вас потребляет мотор в пике, то есть при, допустим, самой высокой нагрузке, и небольшой запас берете, ну, при выборе предохранителя. Опять-таки, допустим, вы сможете это проверить сами в работе. То есть даже если вдруг предохранитель вам не подходит, то вы легко можете запаять другой.
Есть контакт. Так, отверстие с этой стороны. Так, здесь я что-то не понял. Какого хера теперь не влазит этот моторный модуль? Я же его отсюда достал. Опять-таки присутствуют элементы дебильной конструкции. То есть я вот зажал винты хорошо, чтобы они вдруг не открутились. Расперло эти уши. То есть я не смог засунуть. Сейчас винты ослабил. Все, оно залазит. Дебилизм. Но с другой стороны, надо, короче, тогда подобрать золотую середину. Либо винты садите на резьбовой гермет, чтобы они не открутились. Ну вот, сейчас она плотненько входит. Оп. Так. Завинчиваем. Проверяем. Работает. Так, дополнительно мы здесь сейчас смажем это колечко-кольцо, потому что все должно крутиться у нас как по маслу. Не забывайте про периодическую смазку. Это позволит держаку проще крутиться. Смазываете как кольцо, так и внутреннюю часть, где оно скользит, скажем так. Сейчас все закручивается. Теперь берем аккумулятор. 6,6 вольт. Картридж. Картридж из комплекта мне человек положил. Это EZ, наверное. Работает. Здесь есть резкий старт. Я уже запутался. В каких-то блоках он есть, в каких-то нет. Тут есть. Реализован, кстати, по-моему, получше, чем в каких-то вот предыдущих, которые у меня были, потому что там взвывала она прям вообще жестко. Здесь не такой интенсивный старт, резкий. Да, достаточно хороший. И либо повезло с мотором, скажем так. Вот на 12 вольтах я бы сказал, что это очень комфортно. Ну, не то чтобы очень комфортно, но это не космическая скорость для данного движка. Попробуем другой аккумулятор. Вот с такими кнопками, который был на обзоре в Ninja Pro. Да, он, кстати, с таким же резким стартом, как и на том. Возможно, они исправили. Да, работает хорошо. И поскольку у меня появилась, скажем так, проверялка количества проколов, грех не проверить, сколько выдает проколов картридж. Сейчас мы подключим девайс. Так,
Ну вот, 0, да? 0. Сейчас проверим. Так, мне надо чуть-чуть открутить аккумулятор, чтобы пользоваться кнопками. Вольтаж. Начнем с 6 вольт. Боже. 6. Стартуем. Так. Нам надо немножко отодвинуть. Тонкая настройка станка. Вот. 73 прокола. Увеличиваем до 7. Восемьдесят 7. Восемь вольт. 100 проколов. 9 вольт. 114. 10 вольт. 128. 11. 143. 12. 156. Ну да, это достаточно много, но плюс-минус значения вы запомнили, какие они тут есть. Отсоединяем девайс и убираем его. В целом, подводя итог по ремонту, могу сказать так. Ambition Ninja, обычная версия, наверное, самая толковая. По двум причинам. Это простая конструкция поворотника, без каких-либо там слайдеров, как в Ninja Pro. Все заменяемо, но единственный момент — это вот длина вала двигателя. Это, конечно же, подстава, которая может немножко затруднить самостоятельный ремонт, потому что нужно обрезать вал. В целом, больше как бы сказать нечего. Знаю, что много кто из подписчиков работает именно Ambition Ninja. Кто-то солдатом. У солдата, если мне уже не изменяет память, тоже поворотник. Поэтому, в целом, аппарат за свои деньги норм. Все, что я могу сказать. Ремонту подлежит. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.